Well, the study of last things is appropriate for your last class, right? Но изучение событий последних дней вполне оно уместно в контексте последних дней учебы, по крайней мере, на этот сезон. So we're looking at eschatology, the study of last things. Поэтому мы с вами сегодня изучаем эсхатологию, исследование последних дней, событий последних дней. Last week I gave you a long introduction to the entire course. На прошлой неделе я вам дал достаточно длинное вступление ко всему курсу. You were wondering if we'd ever get into the course itself. Вы тогда думали, мы вообще до самого курса доберемся или нет? But after the introduction, I gave you the eschatology of Israel specifically. Но после вступления я дал вам конкретно эсхатологию Израиля. I've been mentioning that eschatology totally is Jewish. Я упоминал, что эсхатология, она центрирована, заточена на Израиль. Это израильская вообще дисциплина. So eschatology focuses on what God is doing with the nation of Israel. И эсхатология, она сфокусирована на том, что Бог делает с народом израильским. All other eschatology is related to Jewish eschatology. Все другие подразделы эсхатологии связаны с еврейской эсхатологией. We talked about the church Мы говорили о and церкви. the church in eschatology. И это когда речь идет о церкви в эсхатологии. I said the church fits within Jewish eschatology. Я сказал, что церковь, она как бы вписывается в контекст еврейской эсхатологии. And in fact, the eschatology of the church is simply preparation for the rest of eschatology of Israel. И вообще эсхатология церкви это просто подготовка ко всей оставшейся эсхатологии Израиля. In the last hour, we looked at eschatology relating to the nations. И на прошлом часу мы с вами рассматривали эсхатологию, связанную с народами, с язычниками. The three major groups of peoples that God has dealt with and is dealing with. Три основные группы людей, с которыми Бог, в общем-то, как-то имел особые, как бы вообще, с которыми он имел дело. By far the most important, Israel. И то есть это Израиль, церковь и язычники, и Израиль это наиболее важно. So we're going to talk some more about Israel because all of the other aspects relate to it. Мы будем немножко больше говорить об Израиле, потому что все остальные аспекты связаны именно с ним. So let me give you a little introduction briefly. Так, краткое вступление. What is the significance of the tribulation? Why is it so important? В чем значимость великой скорби? Почему она так важна? Well, one of the things that is significant about it is that it is extreme in every way. И первое, что важно в великой скорби, это то, что она во всех отношениях экстремальная, то есть все доведено до крайности там будет. Because everything is in the extreme, some have a difficult time understanding it. И поскольку все в этом мире дойдет до просто крайних пределов, то многим людям трудно понимать события скорби. So a lot of scholars think that the descriptions are too extreme, so they try to water them down a little bit. И многие исследователи считают, уж какие-то слишком жесткие описания этой скорби, уж слишком уже экстремально, но они пытаются как-то это дело размыть, размазать, разбавить. In the introduction, we talked about different views concerning the future. Во вступлении мы говорили о разных взглядах, касающихся будущего. There are many views, partly because the interpreters have a hard time taking these passages literally. И так много взглядов появилось во многом, потому что толкователям было трудно некоторые из этих отрывков рассматривать буквально. Passages that describe things at such a huge scale. Некоторые отрывки описывают настолько масштабные события. For example, an army of 200 million. Например, армия в 200 миллионов человек. The population of the whole world only recently has been that high, much less one army. Население всего мира лишь недавно достигло вот этого числа 200 миллионов, не говоря уже об армии какой-то отдельной страны. We have a destruction of 1/3 of all of humanity destroyed in one judgment. Или мы видим, что во время одного из судов уничтожено треть населения Земли. Something like that was physically impossible to accomplish up until recent time.
что-либо подобное просто физически невозможно было сделать вплоть до недавнего времени. In fact, another judgment, which is separate and different, И даже вот другой суд, который отличается, который другой, speaks of another destruction of a quarter of all of humanity. он говорит еще об уничтожении четверти населения. So the scale of everything is so extreme that scholars and interpreters have a hard time Поэтому interpreting. масштаб происходящего во время скорби настолько экстремальный, настолько до крайности доведен в своих масштабах, что ученым трудно это вот принять как буквальную данность. But Jesus himself tells us that this is a time like no other time ever in world history. Но Иисус сам говорил, что вот так это время в истории, скорбь, это время, такого не было никогда в истории. So we've been emphasizing taking these passages literally, И мы подчеркивали важность того, чтобы воспринимать эти отрывки буквально. interpreting passages, trying to discern what the original author intended. Истолковывать эти отрывки, пытаться разобраться в том, что же имел в виду изначальный автор. And when we do that, I think it makes sense, even though everything is in the extreme. Когда мы это делаем, то тогда все будет становиться на свои места и будет выглядеть вполне разумно, даже несмотря на то, что, конечно, описание выглядит довольно устрашающе и экстремально. This period of time we will look at is 7 years. И вот этот период времени, который мы будем с вами рассматривать, он будет тянуться 7 лет. It's also predicted throughout the Old Testament. И он также предсказан в Ветхом Завете. First prediction is even before Israel is a nation, God predicts that they will have a tribulation. И первое предсказание было еще до того, как Израиль стал нацией. Бог предсказал им, что они пройдут через такую скорбь. Now they've had tribulation throughout their history, but this is a particular special tribulation. И в течение их истории у них были разные скорби с маленькой буквы, но это особая скорбь, совершенно уникальная для их и вообще для истории мира. God promises that if they are unfaithful, they will be disciplined. Бог пообещал, что если они будут неверны, то Он их дисциплинирует. This is the ultimate discipline, the final discipline of the nation of Israel. Это окончательная уже дисциплина в отношении народа израильского. We looked at the passage in the book of Deuteronomy that predicts this period of tribulation. Мы рассматривали этот отрывок в книге Второзакония, который предсказывает будущую скорбь. In fact, the word tribulation is used in that Deuteronomy passage. И даже слово скорбь напрямую используется в этом отрывке в книге Второзакония. What we'll stress again is that this period of time is Jewish. God is dealing with the nation of Israel. И что мы снова подчеркиваем, этот период сфокусирован на Израиле. Бог особым образом работает с еврейским народом в это время. That simple principle, that simple concept, Это простой принцип, это простая концепция. eliminates almost all the other viewpoints that commentators take in interpreting eschatology. И если мы принимаем эту позицию, то тогда все остальные точки зрения, которые там вырабатывают комментаторы по поводу эсхатологии, они как бы уже уходят, они перестают иметь смысл. Except for the premillennial, pre-tribulation, rapture. И с этой точки зрения, если мы принимаем такой подход к эсхатологии, то остается лишь, в общем-то, премиллениалистская, претрибуляционистская, футуристический взгляд на эсхатологию. And except for the futurist view of eschatology. Да. Да. Премиллениалистская, претрибуляционистская, футуристическая. Надо было приходить на So the church is not a part of what goes on the earth. И церковь не будет участвовать в том, что будет происходить на земле. God is dealing with Israel once again. Бог снова будет разбираться с Израилем. In fact, He is preparing them for the coming of И Messiah. Бог будет через скорбь готовить их к приходу Мессии. Another thing that is very significant is the number of scriptures, the abundance of scriptures that are available.
И еще, что значимо по поводу скорби, это то, какое огромное количество отрывков доступно нам на эту тему. There are more scriptures relating to this 7-year period of time than any other area of eschatology. Больше отрывков в Писании посвящено великой скорби, чем любой другой сфере эсхатологии, любому другому эсхатологическому событию. Including the second coming. Даже если сравнивать со вторым пришествием Христа, скорбь все равно перевешивает. Because of the abundance of the scriptures, it'll take us a while to get through the material. И поскольку очень много писаний говорят о скорби, то нам понадобится какое-то время, чтобы проработать весь этот материал. So this is a very important period of time that is yet future even from our day. И это очень важный период времени, который, вообще говоря, и для нас тоже является будущим. The church age is preparing the world for this period of И tribulation. век церкви готовит мир к вот этой будущей скорби. When God will revert to dealing with the nation of Israel. Когда Бог снова вернется к исполнению своего плана с народом израильским. We believe in a pre-tribulation rapture, Мы верим в восхищение, которое случится до скорби. so the church will be removed from that period of time. И церковь будет избавлена от этого периода времени. Let's take a look at the scriptures that describe that period of time. И давайте рассмотрим отрывки Писания, которые описывают этот период времени. So we can come up with what is it like, what's the nature of the tribulation. И мы сможем разобраться в том, на что же это будет похоже, какова природа скорби. On your outline sheet, the first item there under A is the basis for the tribulation. И в ваших планах там первый пункт это основы великой скорби, основания. The basis of the 7 years we've already looked at, but let's take another look at it in Daniel chapter 9. Основание великой скорби, мы с вами уже на это смотрели, но давайте посмотрим еще раз в Даниила 9 главе. Now I gave you the context. Remember, the children of Israel are in captivity, in exile. И я вам уже давал контекст Даниила 9 главы, сыны Израилевы в плену, в изгнании. Daniel is in Babylon. Даниил в Вавилоне вообще. Daniel has risen to prominence in the Babylonian Empire. Даниил возвышен до очень высокого положения в Вавилонской империи. In the earlier chapters, he's already interpreted visions for the king. И в более ранних главах там он уже истолковывает царю видение. God has given to Daniel an outline of the rest of world history. И Бог дает Даниилу краткий план всей оставшейся мировой истории. We reviewed a little of that, dealing with the nations, when we were talking about the nations last Friday. И мы немного уже коснулись этого плана, когда в прошлую пятницу говорили о судьбе народов, судьбе язычников. But now, as Daniel is confessing his sin and the sin of his people, Но теперь мы видим, что Даниил исповедует свой грех, он исповедует грех своего народа. the angel Gabriel is going to, in verse 21, is going to give him this vision of the 70 weeks. И ангел Гавриил в 21 стихе 9:21 дает ему видение вот этих 7 недель, 7 седмин. What is the word for 70, weeks? pardon. Do you remember the Hebrew word for weeks in this context? Anyone remember it? We don't have weeks, we have this like seventh in Sevens? Russian. We don't Okay. have weeks. Okay. Да, ну в чем концепция вообще седмины? 7 лет? 7 чего-то. 7 of something. Shabua, Hebrew Shabua. Да, шабуа, да, греческий. So it means, they say, 7 of something. 7 of something. That's what the Hebrew word means. 7 чего-то. Это то, что означает еврейское слово. In English, they call it weeks. Семерочка. Да, в английском они перевели как недели, 7 недель. So, in verse 24, we have 70 Shabuas. We calculated out. Итак, в 24 стихе мы видим 70 вот этих шабуас, мы их там уже с вами высчитывали многократно. So, 70 times 7 equals 70 раз по 7, 490 years. это 490 лет.
This is the future of Israel from God's perspective. Это вот будущее Израиля с точки зрения Бога. So let's start by reading verse 24. И начнем, давайте, с чтения 24 стиха. And since Ira already prayed, why don't we, Alicia, why don't you read verse 24? Так, Олеся, с 24 стиха. 70 років тижнів призначено для твого народу та для міста твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений, і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутувана, і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння і пророки, і щоб помазати святе і святих. Okay. A summary of what is revealed there is there's 70 weeks to seal up all of basically Jewish history, the consummation of Jewish history. Да, ну, как бы, если так подвести итог тому, что есть в этом стихе, то отведено 70 седмин, 490 лет для того, чтобы завершить, полностью уже запечатать, закончить историю Израиля. God is going to deal in that time frame in an ultimate way with sin. He's going to atone for it. И Бог в течение этого времени, Он разберется с грехом, будет преступления покрыто, и грехи будут запечатаны. So it's a very important time in Jewish history. И это очень важное время в еврейской истории. Now he breaks out the first 69 weeks in verse 25. И мы далее видим, что в 25 стихе первые 69 седмин недели, они разбиваются на две части. Nadia, read verse 25. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Okay, so now we have spelled out, Теперь уже нам вот указано, let's see, 62 plus 7 equals 69 да, 7 плюс 62 это 69. equals 483 years. 483 года. Okay, and he's going to say, he gives the beginning of it. What's the beginning of that period of И он time? указывает на начало этого периода, с чего этот период начнется. С повеления построить. After the decree to rebuild the Jerusalem. Okay, and more than likely, that's the decree of Artaxerxes in 444 BC. И более чем вероятно, что это указ царя Артаксеркса, изданный в 444 году. Чтобы всем студентам Библейского колледжа было легче запоминать. So 69, you have 69 Shabuas Итак, пройдет 69 седмин с этого времени. times 7, that gives you the 483. Умножаем 69 на 7. And in Это 470. eschatological year, you have 360 days. И когда мы говорим о годах эсхатологических или пророческих, так называемый год, то он не 365 дней, как у нас, а 360. You can calculate that out to 173,880 И days. если посчитаете, то будет вот 173 780 дней. And that falls in 33 AD. И если вы все это, как бы, эти 173 тысячи дней, там, 880 плюс наложите, то это вас приведет к 33 году нашей эры. Scholars that have calculated it to fall on Palm Sunday before the crucifixion. И ученые, которые это все высчитывали, они посчитали, что как раз-таки окончание этого периода выпало на триумфальное вхождение Христа в Иерусалим, So пальмовое воскресенье. from the issuing of the decree 444 BC Итак, от издания этого декрета в 444 году until Messiah, до прихода Мессии we have these 7 plus 62. мы видим вот эти вот 7 плюс 62 седмины. Okay? So that's what we have spelled out in verse 25. Вот о чем мы говорим в 65 стихе, 25 стихе. Now we have also after the 69, that's described in verse 26. И описано также, что будет после 69 седмин, это описано в 26 стихе. Now the
text says, after the 62 weeks, referring to the 62 that's mentioned in 25. И стих говорит, что вот по истечении 62 седмин, и подразумевается, что это те, которые вот в 25 стихе упомянуты. And we assume that it includes the 7 as well. И мы подразумеваем, что эти включается 7 плюс 62, то есть что это включаются So it's referring to the same раздел. referring to the same time frame as verse 25. То есть это тот же самый период времени, что и стих 25. Let's read 26. 26 стих, прочтите, пожалуйста. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Okay. Two things to note there. Две вещи, которые тут надо обратить внимание. Messiah is cut off. Первое, что Мессия будет предан смерти. An allusion to the crucifixion. So this is after this period of time. Это говорит нам о распятии. Это уже после вот этого периода времени. Now it's not specific. It doesn't say 6 days later. So it assumes a gap in there. Тут не говорится конкретно, там через 6 дней, но подразумевается какой-то промежуток времени. It also refers to the destruction of the city, which took place a few years later. И также говорится о разрушении города, которое произойдет несколько десятилетий спустя. So two things in verse 26, the city is destroyed. Поэтому две вещи, которые мы видим в 26 стихе, предан смерти Христос и разрушенный город. And it speaks that there'll be war, there'll be desolations are determined. In other words, there's going to be a period of turmoil. И далее говорится, что о войнах, об опустошении, говорится о серьезном таком хаосе. Probably a reference to 70 AD. И, скорее всего, это указывает нам на события 70-го года. Now we know from our perspective that the gap has to include the church age. И мы знаем, что вот с нашей точки зрения, уже с нашим пониманием, что этот промежуток также должен включать век церкви. Now those in the first century would have assumed, as the disciples did, that the events would shortly, the next events would take place shortly. И люди первого столетия, включая учеников Христа, думали, что вот эти события последних дней, они произойдут относительно скоро. They expected Messiah to return based on what Jesus had taught them. Они ожидали скорого возвращения Мессии на основании того, чему Иисус их учил. So that brings us to verse 27, И это вот нас все приводит к 27 стиху. where we have the 70th week. И мы видим 70-ю седмину. 69 of them have been recorded. 69 из них уже были описаны. So now he's going to tell us what takes place in that last remaining week. И теперь он нам уже, ангел Даниил говорит, что произойдет в последнюю оставшуюся неделю. Can I ask a question? Yep. These wars and desolations, could we say that it describes church period, or it's more about a 70 AD events? Yeah, I think it may be an allusion to the tribulation, but it probably more directly applies to the 70 AD war and destruction of that city. Да, но я переспросил про 26 стих, вот эти войны и опустошения, да, говорит это о периоде церкви, или это о 70-х годах, он говорит, это может быть аллюзия на события скорби, но в основном, по его мнению, это касается событий 70-го года, разрушения Иерусалима. So there's one more week, the 70th, that's after the 69, the 70th. Итак, еще одна седмина, еще одна неделя, 70-я. А можно еще один вопрос? One more question. Тут сказано, конец его будет как от наводнения. Это, что это значит? So it's written that the end will come like a flood. Mm-hmm. So what does that mean? That could be 70 AD. In other words, Jerusalem was taken away like a flood, totally destroyed. Temple, everything. So it's 70 AD, yeah? More than likely. Да, скорее всего говорится о событиях 70-го года, то есть Иерусалим, храм, весь город будет просто стерт с лица земли. То есть слово «его» это относится к Иерусалиму? In our text, it's
its end will be like a flood. Mhm. So it's referred to the Jerusalem. Yeah, the destruction of the city. Да, уничтожение города. И не к вождю. Да. It's not about the ruler. It's not the ruler's end will be like. No, the Нет, city. нет, City. конец Yeah. города. So verse 27, Стих 27. Zanya? Жанна. Zanya. И утвердит завет для многих относительно, а половины седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет место запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Okay. The he refers to the prince in verse 26. 20 in 27. you mean. Yes, the he in 27. А The в prince. 27 стихе, ну это не так очевидно в синодальном, но в английском и в современных он заключит прочный союз со многими на 7 лет. То есть есть вот это, ну и в українському, да, і він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень. And notice how it's phrased. Вот это він или он, оно указывает на вот того вождя из 26 стиха. The he refers to this prince who is to come. In other words, implying he's not on the scene in the first century. Да, и вот этот это он указывает на вождя, который придет. То есть в первом столетии, в 70-м году, этого вождя еще нету на исторической сцене. In other words, it's the people of this prince, this evil person that destroys the city. То есть народ вот этого вождя, народ этого нехорошего человека уничтожит город и храм в 70-м году. So in verse 27, the prince will make a firm covenant И with the many for 1 week. 27 стих говорит, что вот этот вождь заключит прочный союз со многими на 7 лет. So on our timeline, we have the 70th week, И на нашей временной шкале мы видим вот эту 70-ю седмину. and the prince enters into a covenant with the people, probably the nation of Israel. Вождь заключит вот этот союз, этот договор со многими. Скорее всего, речь идет о народе израильском. And then it refers to the middle of the week. That's why we divided it into 2 parts. И далее указывается на середину этой седмины, середину семилетия. And in the middle, Почему мы разделяем на две части? he will, let's see, Можно еще? he will break the covenant, И в середине семилетия он нарушит завет. put a stop to sacrifice and the offerings, Прекратит жертву, приношение. and then on the wing of abominations, И на крыле святилища будет опустошающая мерзость, мерзость запустения. he will desolate the temple. Он опустошит храм. That's what Jesus referred to in Matthew 25:14. Вот о чем говорит Иисус в Матфея 25:14. Okay? Question from Europe. Как мы знаем, что вот то, что я спрашивал, это относится к городу, он, а в 27-м, что тот же он относится уже к вождю. So, Если они оба идут уже после того, как вспоминается вождь. grammatically, how could we know that in verse 26, like its end will come like a flood, and we say that this is about the city, and then in verse 27 we say he will confirm a covenant, and we say that this is the ruler. So how it works grammatically? Well, notice what it says, the prince who is to come, То есть говорится, да, ну, в 26 стихе, looking to a future prince. народ вождя, который придет, да, имеется в виду некий будущий вождь. Grammatically, it's the people of the prince will destroy the city. and the Грамматически sanctuary. народ вождя придет, народ вождя разрушит город и святилище. There's this prominent, and what John describes in 1 John, the spirit of Antichrist.
И это это будет некая заметная личность. И Иоанн говорит, что дух Антихриста he says, is already here. In Уже other words, здесь в мире. spirit of Antichrist and people following that spirit are already present in the first То есть century. дух Антихриста и люди, которые следуют этому духу, они уже были в первом столетии. The prince comes in the future. Но сам этот вождь придет в будущее. Now, from the perspective of the first century, some thought that it would take place shortly. Но с точки зрения первого столетия многие считают, что это произойдет весьма быстро. But because we have a church age, we interpret it as that prince that comes in the future. Но поскольку у нас вот в промежутке это век церкви, то мы подразумеваем, что этот вождь придет еще в будущем, после века церкви. And the book of Revelation seems to speak of that prince. И книга Откровения, кажется, вполне четко говорит об этом будущем вожде. And I believe we'll talk about later, most of the book of Revelation deals with that 70th week. И я думаю, что, мы об этом поговорим позже, но я думаю, что большая часть книги Откровения касается как раз-таки вот этой 70-й недели. That word abominations, he will make abominations and make desolate. И вот это 27 стих, да, мерзость и запустение, эти слова. This is one of the phrases that Jesus is referring to in Matthew 24, verse 15. Иисус использует те же слова в Матфея 24 главе 15 стихе. And there'll be a complete destruction then. И далее уже произойдет окончательное уничтожение. And that destruction is decreed and poured out on this one that makes И desolate. вот это окончательное уничтожение, оно и зальется на вот этого опустошителя. That prince that appears will be destroyed during that 70 Вот years. этот вождь, который появится в начале 70-х, в конце будет уничтожен. Book of Revelation describes that. Книга Откровения ясно об этом говорит. Now, not in Daniel, but when the prince returns, we will have the kingdom. И этого нет прямо в книге Даниила, но мы можем сказать, что когда этот вождь returns, like Messiah When Messiah можно returns, сказать, что когда Мессия вернется, то начнется царство. that's not in Daniel, but we know it from Revelation 19:11, and then he establishes a kingdom. Этого нету в книге Откровения, но, простите, этого нет в книге Даниила, но мы можем видеть это в книге Откровения. Мы знаем, что после своего возвращения Мессия установит царство. So that's the rest of world history from the time of Daniel, И вот это вся оставшаяся мировая история, вот начиная со времен Даниила, including the future. включая будущее. Okay. That makes sense? Пока все ясно. So that's the basis for the 7-year period and the basis for splitting it in two parts. И вот этот отрывок является основанием для вот этого 7-летнего периода и разделения этого периода на две части. Даже на вопрос. Указ о восстановлении храма, города, So the decree about the restoration of what? Of the city? City, О восстановлении города. Artaxerxes. Не храма. Храм был раньше. Указ от Аксеркса в книге не имеет 2 главы. Алиса, вопрос? Как стены. А? Ну, потому что стены им разрешается строить. Далеко же там Город, что город разрушен без стен. Они не воспринимали город вообще как некую сущность, если не было стен. Ну да. У мене питання, а не в 516 був перше їхнє повернення для відновлення храму? Да, мы говорим о восстановлении города. Тобто вже коли стіни були оце вбудовані всі? Как раз таки, чтобы построить В стены. 516 уже храм построен. Храм был построен. So they're asking questions about, like in 539 there was a permission to come back for Jews. In 516 they finalized the temple, but that's not a. No, there are like 3 different decrees in there. Мы говорили, было 3 разных указа. Указ разрешения вернуться, указ разрешения достроить храм и указ уже строить стены и горы. Ну це від фінального того указу. Okay. Now, there are many references to this tribulation period. И есть очень много ссылок на вот этот период скорби в Писании.
most of them don't spell out the time frame. И в большей части из них не указывается конкретный некий период или временной промежуток, когда это будет. But also, there are many passages that also spell out the time frame. Но есть также отрывки, которые достаточно четко указывают время. And most of them are in the book of Revelation, И большую часть этих отрывков мы находим в книге Откровений. which indicates that John is dependent on the book of Daniel for much of his revelation. И это указывает нам, что и евангелист Иоанн во многом полагается на книгу Даниила в описании, в представлении своего откровения. And the reference is to 3.5 years to each half. И мы видим указания на вот эти периоды по 3,5 года, каждая из половин Великой Скорби. Remember in Revelation 11, we looked at that passage. Помните, в Откровении 11 главе мы рассматривали этот отрывок. There are two witnesses. We said they're prophets. Было два свидетеля, мы говорили, что это пророки. And notice in verse 3, God grants authority for them to minister for 1,260 days. И мы видим, что вот в стихе 3, что Бог дал им власть служить, пророчествовать 1260 дней, это 3,5 года. Which is 3.5 years. Да, то есть это 3,5 года. Okay? Of 360 days. 60-day years. 1200. Ага. 1260. Мгм. The verse preceding it, И and перед by the этим, way, we said this is probably in the first 3.5. и, скорее всего, речь идет о первой половине скорби, первых 3,5 годах. Notice in verse 2, it talks about Jerusalem being trod under by the Gentiles for 42 months. Да, обратите внимание, второй предшествующий стих говорит, что внешний двор храма будет отдан язычникам, и они будут топтать святой город 42 месяца. Exactly 3.5 years. 42 месяца по совпадению это тоже 3,5 года. This is probably the second 3.5 И скорее years. всего вот это топтание язычниками города описывает вторые 3,5 года, вторую половину скорби. So they will tread underfoot the holy city, probably Jerusalem, for 42 months. Они будут топтать святой город 42 месяца, и скорее всего речь о городе Иерусалиме. Now notice in chapter Даже наоборот. Как бы преподаватель сделал акцент на том, что хотя в Откровении говорится о сначала попирании, а потом о пророках, но с его точки зрения разумнее предположить, он говорил об этом на прошлой части, что сначала будут пророки, а потом уже будет топтание города. And by the way, this is one of the reasons why I take all of the numbers in the book of Revelation literally. И это, кстати, одна из причин, по которой я все числа в книге Откровения воспринимаю буквально. Because in this case, they're described in days and in months, and it's equal to the same number of years. Поскольку в данном случае описан один и тот же период в днях и в месяцах. So your question is, okay, in Revelation we see first this trampling and then the prophets, but you say that the order is vice versa. Mm-hmm. So could you just explain one more time why do you have that position? Well, the main reason is because the prophets clearly, I explained when we were talking about the two witnesses. Ну, основная причина, почему я так считаю, и я говорил об этом, когда мы говорили об этих двух свидетелях. Clearly is the first 3.5. Совершенно ясно из описания служения пророков, что они будут служить в первой половине скорби. The trotting of Jerusalem И попирание Иерусалима probably is in the second half because скорее всего случится во второй половине скорби. it's in that first, well, at the beginning we have
the covenant with the Antichrist, Поскольку в начале скорби мы видим вот этот завет с Антихристом. and it appears that after he breaks the covenant, that's when the severe persecution takes И place. кажется, что после того, как он нарушит этот завет, вот тогда начнутся суровые преследования. Почему это не может быть одновременно? And Jerusalem is still, they're offering sacrifices there, and he stops the sacrifice in the middle. Потому что мы видим, что в первой половине скорби, скорее всего, будут приноситься жертвы и приношения в храме в Иерусалиме. Но посерединке, да, Даниил 9:27, они прекратятся. Антихрист прекратит жертвы и приношения. It's not clear, but it appears Не совсем ясно, о чем будет вот этот изначальный завет Антихрист, ну, как бы, с которого начнется спор. from the seal judgment, the first seal judgment, Но кажется, вот, когда мы смотрим на суды печати, and other passages that другие отрывки, it is a covenant that resolves or solves the Mideast crisis or the problem in the Middle East in the Lord's age. кажется, что это завет, договор, который решает ближневосточные проблемы, вот этот ближневосточный военный кризис. And Daniel indicates that that prince will violate it in the middle. И Даниил указывает, что вождь нарушит этот завет посредине скорби, That he will stop the sacrifices. что он приостановит жертвоприношение. So it probably permits the Jewish people to offer sacrifices on Temple Mount. They can't do it right now. По всей видимости, этот завет, этот договор разрешит евреям приносить жертвы на храмовой горе. В храме они не могут этого делать сейчас. There are several passages that indicate that there will be a temple built during the tribulation. Есть несколько отрывков, которые указывают на то, что во время скорби будет построен храм. So it looks like the second 3.5 years, the city is going to be trod underfoot by И Gentiles. потому кажется, что именно во второй половине скорби, после нарушения этого завета, город окажется попираемым язычниками. That's why I put this in the second half. И вот почему я это событие разместил во второй половине, This one in the first half. а это в первой. Okay. The third reference to this time, we have another reference to 42 months. Еще одна ссылка на этот период времени, мы снова видим ссылку на 42 месяца. This is in chapter 13. Это 13 глава Откровения. That first beast that John sees in this vision, Вот этот первый зверь, которого видит Иоанн в своем видении. power, the dragon, we'll see in chapter 12, is Satan himself. The dragon gave him power. Дракон, what's verse? Ага, 13.2. Вот дракон, да, сатана, которого мы видели в 12 главе, он дал зверю свою силу. Yeah, verse 2, the dragon gives him authority, and then in verse 5, there was given to him a mouth speaking arrogant words, blaspheming, to act for 42 months. Дракон дал зверю силу, трон и власть, и 5 стих говорит, что зверю было дано говорить... 13 глава, 13.5, 13.2 и 13.5. Okay. Зверю было дано говорить надменные богохульные слова, и ему было позволено властвовать 42 месяца. This one could be either the first or the second. И вот эти 42 месяца могут касаться или первой половинки, или второй половинки, мы не знаем точно. I could see it in either case. Я могу видеть, что оно и так может сработать. Because that beast, or that beast rises to power at the first 3.5. Поскольку вот этот зверь, да, антихрист, он возвышается к власти в первые 3,5 года. He seems to be a world power at the beginning. И кажется, что в начале скорби он приобретает вот эту власть над всем миром. And the second half, he seems to, his empire seems to begin to crumble. И кажется, что во второй половине скорби его империя начинает потихоньку трещать по швам. So it could be the first half. Поэтому, может быть, речь, вот эти 42 месяца говорят о первой половине. But it's not clear to me. Но нету ясности. Now, keep your finger in Revelation and turn back to Daniel. Заложите закладочку на Откровение и вернитесь к Даниилу. Notice in Daniel chapter 7, Смотрите, Даниила 7 главу. it refers to an interesting little phrase. Говорится о маленькой интересной фразе там. Talks about Antichrist's rise.
Говорится о возвышении Антихриста. And it refers to times, or time, times, and a half a time. И говорится, что вот это произойдет на время, времена и полувремя. So we have time, Verse. we have one. Daniel, somebody read verse, well, let's Да, see, 7:23. да, даже с 23 стиха, пожалуйста, прочитайте. 23 through 25. С 23 по 25 стих. Він так сказав, четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств, і пожере всю землю, і вимолотить її, та й розтрощить її. А 10 рогів визнають, що з того царства встане 10 царів, а по них стане інший, що буде різнитися від попередніх, і скине 3 царів. Він буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. So he's going to persecute, И он which будет probably is the оказывать second half, гонение, и, скорее всего, это будет происходить во второй половине скорби. for a time, times, and half a И time. они будут преданы ему, в руку его, то есть будут отданы ему на гонение до So a времени, time- времен и полувремени. This is singular, Времени, первое, это единственное число, one time. одно время. One time. In the Hebrew, you have the duo. И в Hebrew иврите, students. вы, студенты, знаете, есть особое число, как бы выражающее, ну, пару, двоечку. Двоїни. Two plurals, duo referring to two. То есть, и вот здесь вот два множественных числа, как бы, да, ну, то есть это двойственное число, какое-то. And then you have half. И половинка, полувремя. So the times equals a year. Поэтому время подразумевает год. You add it up Год. equals 3.5 years. И если вы 1 плюс 2 плюс 0,5 сложите, получится 3,5 года. Makes sense? And he's talking about this fourth kingdom that is taking place in the future. И он говорит об этом четвертом царстве, которое произойдет в будущем. When we talk about the kings, we know that in modern political world we almost don't have kings. We have monarchies, we have presidents, we have prime ministers. Would we say that it's going to be some restoration of monarchies, or he just refers to some presidents or prime ministers? Probably literal. Yeah, literal kings. There are kings. There's a queen of England now, but her successor will be a king probably. Да, ну я задал вопрос, да, то есть здесь идет речь о царях, мы знаем, что в современной политической системе больше там президенты, премьер-министры там, ну, рулят странами, и я говорю, стоит ли ожидать как бы, ну, возобновления монархии, и он считает, что да, это будет буквально, и что ну, какие-то монархии возродятся. Now back to Revelation chapter 12, notice what we have there. Возвращаясь к Откровению 12 главе, посмотрите, что у нас там есть. Verse 14. Стих 14, Откровение 12:14. Referring to Israel going into the wilderness. Говорится об Израиле, который отправится в пустыню. This one's probably the second half. И это, скорее всего, уже вторая половина. And somebody read verse 14. И прочтите кто-то 12 глава, 14 стих. Israel is going to be transported with two wings of a great eagle into a wilderness. Read it. Израиль будет перенесен, да, вот на двух крыльях большого орла. Почитайте стих. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица земля, и там считалось продолжение времени, времен и полвремени. Okay. So she's protected for times, И вот она какое-то время будет защищена. times, and half a time. Same phrase. Продолжение времени, времен и полувремени. And by the way, referring to the same thing, we have Daniel 12:7. И, кстати, вот говоря о том же самом, мы видим Даниила 12:7. And it's the same reference, and that's probably the second half. То же самое, да, говорится, что клялся живущим вовеки, что
к концу времени и времен и полувремени по совершенном низложении силы народа святого все I это think свершится. that's the second half, because Jesus says, after you see the abomination that makes desolate, Тоже говорится, по моему мнению, о второй половине, потому что Иисус говорит, когда увидите мерзость запустения, he tells the Jewish people, get out of town. он говорит еврейскому народу, валите из города, убирайтесь быстрее. And that abomination takes place in the middle. И как раз таки вот это вот, ну, согласно Даниилу, это мерзость запустения случится посредине скоро. And notice also 12:6. И также 12.6, посмотрите, Даниила. 12.6 in Daniel or Revelation? No, Revelation. Откровение, пардон, 12.6. Откровение Who's time 12.6. to read? Who's going to read? Она убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Мгм. So we have another reference. These two are probably the same. То есть еще одна ссылка, и скорее всего это эти два события, они параллельно происходят. 1260 days, just like the first two. Like you mean The this- number, the Да, то есть 1260. 1260 дней там параллельно, да, то есть те же 3,5 года. And these two are probably the same. И мне кажется, что вот эти гонения, вот это бегство Израиля, это об одном и том же времени говорит. So this time frame is very specific, very particular. То есть вот эта временная шкала очень конкретная, очень определенная. And that's why on the chart I've been showing you a 3.5-year period. И two вот times. почему на этой таблице я вам показывал вот эти два периода времени по 3,5 года. So everything that we talk about when we talk about the tribulation, И когда мы будем говорить о скорби, то все, о чем мы будем говорить, we have the specific time frame of 7-year будет period. привязано к конкретной временной шкале вот этого 7-летнего периода. Daniel and Revelation divide it into two parts. Книга Даниила и книга Откровения разделяют эту скорбь на две части, две половины. So we'll put everything that we talk about on that timeline. И все, о чем мы будем говорить, мы будем размещать на вот этой временной шкале. Let's talk about the purpose of this period of time. И давайте поговорим о цели вот этого периода времени. In other words, why do we have a 7-year period? Иными словами, зачем нам вот этот период 7-летний? Why is it so terrible? Why is it so horrendous? Почему все там будет так страшно? Почему все там будет так ужасающе? Может, перед А? перед новой темой. So maybe let's pray before this new topic. We'll do it before the break. Сделаем до. Two things, very Во-первых, две quickly. вещи, очень быстро. Number one, Первое. the purpose is to bring Israel to salvation. Цель скорби в том, чтобы привести Израиль к спасению. And also in the process, salvation will be offered to the nations. И также в процессе этого спасения Израиля спасение будет предложено также и народам. But primarily, it's for Israel. Но в первую очередь скорбь предназначена для Израиля. And throughout the Old Testament, passage after passage speaks of Israel. И на протяжении всего Ветхого Завета один отрывок за другим говорит об Израиле в контексте скорби. We read Daniel 4:30, Мы читали Даниила 4:30, and it predicts Israel's salvation. и там предсказывается Daniel 4:30. I mean Deuteronomy, I'm sorry, Мы Deuteronomy читали 4:30. Второзаконие 4:30, и там предсказывается спасение, национальное обращение Израиля. Jeremiah 30 verse 7 also predicts Israel's И salvation. Иеремия 30 стих 7 также говорит предсказывает спасение Израиля. It's in the midst of their tribulation. И все это случится вот посреди скорби. Ezekiel chapter 20 verse 37. И Иезекииль, 20 глава, 37 стих, также об этом повествует. Also Daniel 12:1. И также Даниила 12:1. I think this is what Paul is referring to in Romans 11:25. И я думаю, что именно об этом говорит апостол Павел в Римлянам 11 главе, 25 стихе. The second purpose is to bring judgment upon the nations. Вторая цель – это навести суд на народы. Deuteronomy predicts
judgment of the nations. совершит суд над народами. И книга Второзакония предсказывает суд над народами. Jeremiah 25:32. Иеремия 25:32 говорит об этом. 32 and 33 predict judgment on the 32-33 nations. предсказывает суд над народами. 2 Thessalonians 2:12. 2 Фессалоникийцам 2:12. Revelation 3:10 speaks of the judgment or the tribulation that's coming on the whole world. Откровение 3:10 также говорит о скорби, которая грядет на весь мир. And many other И passages. многие другие отрывки.